Болонья, Италия. Представляю вашему вниманию нашу любимую тиджеллерию. Здесь готовят самую вкусную тиджеллу. Это традиционный итальянский плоский хлеб с начинками, который популярен в регионе Эмилия. Мы приготовим это дома. Итак, для теста нам понадобится 500 граммов муки, 100 грамм из них цельнозерновой, 25 граммов оливкового масла, 150 граммов воды, 150 граммов теплого молока, 9 граммов соли, 9 граммов свежих дрожжей. И еще я добавлю 1 столовую ложку кунжута жареного. Это по желанию. Тесто я буду замешивать в миксере, но также можно свободно замесить тесто и руками. Сначала нужно будет смешать воду с молоком, растворить дрожжи. Сначала высыпаем половину муки. Слегка перемешиваем, добавляем соль. Всыпаем оставшуюся муку, затем кунжут по желанию и в конце вливаем оливковое масло. Тесто должно получиться эластичное, не очень мягкое, немножко плотное. Так и должно быть. Теперь нужно его поместить в миску, смазанную маслом, для расстойки. На расстойку убираем на 2-3 часа. Также можно убрать тесто в холодильник и хранить его там до 2 дней. Я так и сделаю. Я уберу тесто на сутки и тиджеллу буду выпекать уже на следующий день. Тесто провело ночь в холодильнике. Я ему сделала одну обминку и привела в комнатную температуру. Теперь тесто выкладываем на посыпанный мукой стол. И нужно будет раскатать примерно толщиной полсантиметра. Теперь вырубкой вырезаем кружочки желаемого размера. Это примерно где-то 8-10 сантиметров. Обрезки теста также собираем, раскатываем, вырезаем. Теперь тесто нужно будет накрыть и дать отдохнуть 10-15 минут.
Я буду выпекать на электрическом гридле. Также можно свободно выпечь на сухой сковороде на средней температуре с двух сторон до румяности. Вариант по желанию можно сверху положить груз, если хотите, чтобы поверхность была ровная, но это не обязательно. Теперь будем начинять тиджелло. Я тут приготовила начинки, сделаю традиционные и такие, которые придумала сама. Но тут все на вашу фантазию, усмотрение, вкус. Здесь у меня прошутто, стракино, это итальянский мягкий сыр, копченый лосось, мелко порезанный авокадо, я его посолила, перчила, маринованные артишоки, вяленые помидоры, баклажанная икра, соус песто, соус болоньезе, помидоры даттерини, шпинат, который я потушила на сковороде, пармиджано риджано, красный лук, который я карамелизировала на сковороде с красным вином и с бальзамическим уксусом. И рикотта. Итак, приступим. Тиджелло нужно будет прорезать острым ножом, желательно зубчиками, вдоль, не до конца. Теперь этот кармашек заполняем начинками, какие вам по душе. Я покажу свои варианты. Но тут все по желанию и вкусу. К примеру, я сейчас делаю шпинатную. Здесь стракино, сыр, шпинат и пармиджано риджано.
Сегодня я попыталась поделиться с вами частичкой Италии, а именно Болоньей. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы обязательно приготовите это дома, потому что это вкусно, интересно и необычно. Спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Чао!